Здравствуйте. Хотел тут маленький ролик тоже вставить. Был у меня ролик не так давно о том, как политическая элита вот западных стран пользуется тем, что происходит сейчас на Украине, чтобы как-то э, оправдать свои, ну, не совсем удачные действия в последние пару лет. Вот. Ну, вот сейчас вот хотел просто добавить пару вещей из-за последних новостей. И вот я чуть-чуть еще там порылся, и чтобы люди не сказали там, что у меня заказчик или что-то такое, что я читаю русскую пропаганду, я вот поставил пару статей, скажу вам откуда сразу, чтобы не было каких-то недопониманий и так далее. Ну, самая простая вещь, да, вот мы все слышали громкие заявления западных стран, отрезали Россию от Свифта, позакрывали, позаморозили почти что все банки, представительства банков и так далее, там яхты позабирали у олигархов. Я вот подумал, а что происходит вообще с газом, с нефтью и так далее, как бы, ну, все говорили, что Европа в большинстве своем получает газ, например, Германия 55% от газа получает с России, что же происходит там? И Украина тоже, в принципе, получает газ с России, как бы. Как же там, что сейчас там происходит? Они же все позакрывали. Ну вот я посмотрел, проверил, вот оказывается не совсем. Вот, например, статья Reuters, издательство Reuters от 3 марта вечером, что Газпром обновляет поставки газа через через трубу Ямал в Германию. Я думаю, ну а как? И еще одна статья Reuters от 2 марта, например, что Америка думает, взвешивает санкции на Россию по поставкам энергетическим, типа газ, нефть и так далее, но считает, что сейчас не самое подходящее для этого время. Ну, в общем, единственная страна, которая запретила покупку нефти, сырой нефти у России, это, по-моему, Канада. Но если смотреть честно, как бы Канада с 2019 года не закупала вообще нефть у России. Закупали только уже готовые продукты горючего, там бензин и так далее. Но вот сейчас вроде его тоже они перестанут закупать, но закупали действительно мизерное количество по отношению к общим закупкам бензина. А нефть не закупали с 2019 года. Вот как Фриланд стал в 2016 году министром иностранных дел и начала ругаться с Россией постоянно. Вот так вот потихоньку и падали поставки российской нефти на канадский рынок. И в 2019 году просто закончились. Вот в 2020 году уже ничего не поставлялось, в 2021 ничего не поставлялось, а сейчас она запретила поставки. Ну вот как-то так, да. И вот тут поднимается простой вопрос у меня. Но если Европа и Америка вот продолжают как бы поставлять, покупать газ, нефть и так далее у России, а как они ей платят? Слушайте, ну закрыли же SWIFT, нету больше банки заморозили, как бы, а как они платят им за этот газ, да? Знаете, вот промелькнула такая идея, вот недавно, да, в русских газетах прочитал, что э, российские бизнесмены кинулись в Китай открывать счета в банковские счета в Китае, в китайских банках. Я подумал, слушай, а может Европа и Америка за газ и нефть тоже через китайские банки платят? Потому что иначе я вообще не понимаю, может они чемоданы с золотом посылают России. Я не представляю себе, как они могут заплатить, если все перекрыли. И вообще, почему, как бы, насчет того, что они продолжают покупать газ, все говорится очень-очень тихо. Как бы, когда говорят громко, они там все, Россию обложили со всех сторон, нечем ей будет продолжать войну, нету денег, нету ничего у нее, как же вы платите ей за газ? Газ-то течет. Ну вот такая вот тема непонятная, да, с одной стороны вот эти вот громкие заявления о том, что мы там экономически Россию поставим на колени, то все, с другой, и не будем вообще ничего давать ей как-то дышать, а с другой стороны, ну, вы продолжаете покупать у нее дофига газа, нефти, еще и по этим ценам сегодняшним, так это вообще атас. Вот, и все-таки хотелось бы действительно понять, как вы ей оплачиваете эти покупки. Ну, я не думаю, что они берут наличные рубли от вас или так далее.
Вот. Нам целые ящики надо было бы посылать. Вот, но вот, значит, единственная страна, которая запретила, это Канада, потому что она и так ничего не покупала, ей легче всего было. Вот. И насчет помощи Запада тоже Украине, слушайте, ну там ребята гибнут, людям очень-очень плохо, да, но вот посмотрим там помощь, вот. Я не буду говорить про другие страны, потому что не вдавался в подробности, но вот Канада помогает, да, вот сейчас вот последняя помощь, которую послала Канада. 4500 гранатометов М-72. Ну, М-72, если кто-то не знает, это М-72 Лоу назывались, американского производства. Танки она не пробивает, но вот она в 63-м году, извиняюсь, в 59-м году его, ну, придумали. И вот 63-го года она в обороте в американской армии. Не знаю, когда она появилась в Канаде, но вот 63-го года производства, да. Хотя, опять же, все нормально, как бы, в принципе, да, 71-го года РПГ есть, 71-го года, 69-го года, и они очень даже неплохо до сих пор работают, насколько я понимаю. Но вот они послали 4500 ракет этих и 7500 ручных ракет. Вот это я вообще не в шоке, я как бы не понимаю, нафига они нужны. И у меня ощущение, что, ну вот сейчас я скажу, вот они кроме этого не послали 100 противотанковых установок Карл Густав М2. Ну вот Карл Густав М2, секундочку. Вот Карл Густав М2, я вам сейчас скажу, 64-го года производства. Вот они послали вот эти вот 100 этих установок. Как бы, знаете, там Европа посылает и Америка Джевенил и так далее, как бы полностью совершенные эти вот, усовершенствовали типа орудия. Вот Канада послала, да, 100 вот этих Карл Густав 64 года, 4500 М72 и 7500 ручных гранат. Ну, ручные гранаты я действительно не могу понять, как бы, ими еще, может быть, пользуются, но это уже в других боях, как бы не в тех, которые происходят сейчас на Украине. Вот. Плюс они послали, и у меня, извиняюсь, у меня такое ощущение, что вообще эти вещи лежат в складах тут в Америке, их давно уже надо было как бы утилизировать, но это стоит денег, и причем немало утилизация. А тут, получается, они могут скинуть Украине эти вещи старенькие, да, и абсолютно бесплатно. Еще и себя красиво показать, что вот мы такие молодцы, помогаем, типа, да. Ну, вот как-то так, я думаю, они даже не знают, или эти боеприпасы рабочие еще до сих пор. Вот. Канада так много участвует в войнах в последнее время, что я сомневаюсь, что они вообще знают, работают или нет. И я уверен, что их давно надо было утилизировать уже. Просто денег не было. Вот они послали еще $1 миллион на покупку высокой резолюции снимков со спутников. Слушайте, ребята, может просто послать надо было им уже снимки со спутников, что вы им как бы $1 миллион, и сейчас вот они начнут договариваться с кем-то покупать, с кем-то, пока вы переведете деньги, пока... Слушайте, там идет разговор на секунды, на минуты, а вы тут начинаете это вот, пошлите им снимки уже. Ну вот я не в этом. Ну, послали они, вот единственное, что да, я считаю, правильно послали 400 тысяч пайков. Уверен, что это, да, пригодится. И вот 25 миллионов они послали в касках, которые, я думаю, тоже со Второй мировой войны. Защитные, эти вот, ну, всякую защитную, там, противогазы и жилетки защитные. Вот что хорошо, что, да, послали все-таки это прибор ночного видения. Не знаю, какого года они. Вот тут не написано, что за приборы, но судя по тому, что они послали, кроме этого, я думаю, что тоже не из последних. Вот. Вот это то, что послала Канада. Слушайте, ребята, они там умоляют, пошлите нам самолет, пошлите нам танк, пошлите нам что-нибудь. Ну вот им послали 75 тысяч ручных гранат, да? Вот. Ну вот это Канада, я не знаю про другие страны. Я знаю, что многие страны в Европе послали им действительно вот эти вот абсолютно новые установки, как бы противотанковые, и ПВО послали им какое-то. Ну а вот канадцы решили, что они с этих попробуют сбивать самолеты с этих М-72 гранатометов. Вот. Как бы, ну, слушайте, хоть бы постыдились чуть-чуть, да, ну, не так громко орали бы это все. Что только показывает о качестве канадской армии на сегодняшний день. Вот.
Кроме этого, опять же, все уже заявляют, и Европа сказала, что у нас потери будут от санкций на Россию, у нас будут потери, ну, сотни миллиардов долларов. Вот так вот заявили. Канадский Фриланд выступила, сказала, что... вот я секунду, где это видел. Фриланд выступила, сказала, что канадцы, готовьтесь, нам надо будет прижать пояса, хотя, опять же, с Россией торговли как такого большой нету, как бы, и нефть она у них не покупала и до этого, как бы, но вот она говорит, надо прижаться, а то мы вон послали им гранатометы и так далее, на чем они, в принципе, сэкономили деньги. Вот, но Европа сказала, что да, уже все, 100 миллионов, там сотни миллиардов долларов. И вот, знаете, вспомнился красивый советский фильм, вот этот красный, который очень смешной. Я вот присоединю этот фрагмент вот из этого фильма, который очень актуален. И я думаю, что все слова по поводу того, что будет делать в ближайшее время политики, после того, как, надеюсь, очень скоро закончится эта война, и действительно, как бы, ну хватит, ну, люди гибнут, и ну, не хочется уже больше этого вообще, никогда не хотелось, как бы, и уже ну, надо заканчивать, уже не важно как, просто закончите уже, потому что хватит, люди страдают, люди гибнут, и не надо больше. Вот, ну вот, посмотрите этот ролик, я думаю, он выскажет именно то, что я пытаюсь сказать по поводу наших политических элит и что они в очень скором времени начнут делать. Спасибо. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Не мы, а вы. Что нас может спасти от ревизии? Простите, не нас, а вас. От ревизии нас может спасти только кража. Со взломом или без? Ну, естественно, со взломом. Статья 89, пункт 2. До 6 лет. Не пойдет. Так ведь кражи не будет. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас.